Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем использовать маленькие-маленькие клубочки. Будем вязать вот такие вот мотивы, вот такие листики разноцветные. То есть серединка у нас, мы используем маленькие клубочки. И основной цвет у меня будет вот такой вот белый. Все это пряжа Ярнард джинс, где акрил наполовину с хлопком. Смотрите, какие они ровные, аккуратные. В данном видеоуроке подробно покажу, как связать такие листики, как связать такие мотивы и как их соединить между собой. В работе буду использовать крючок номер 3. Итак, приступаем. Итак, для серединки я возьму такой светлый цвет, такой мятный, да. Смотрите, набирать буду не просто цепочку из воздушных петель, а буду своим любимым эластичным способом, чтобы тогда вот эти листики, смотрите, какие у нас идеально ровные, без пустой серединки внутри. Ну, я набираю так. Хотите, набирайте обычным способом. Я оставляю хвостик 20-25 сантиметров, нам вполне достаточно. Внизу у меня хвостик, вот это основная нить. Я как вариант вам показываю, делюсь просто полезностями, то, что я умею. Захватываем крючком и сделали узелок. Теперь провязываем воздушные петли. Нам необходимо провязать 13 таких воздушных петель эластичным способом. Набросили хвостик, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Набрали 13 петель эластичным способом и одну воздушную петлю обычным способом, то есть 13 плюс 1. Далее, вот у нас получилась такая цепочка. Здесь удобно, когда мы вяжем с одной, с другой стороны. То есть петлю подъема мы пропускаем вот эту и заходим в следующую и провязываем 2 столбика без накида. Один провязали, второй столбик без накида, один полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, один столбик с накидом, хвостик наш можно обрезать, чтобы он нам не мешал. Пять столбиков с 2 накидами. Раз. Два. Три. 4 и 5. И теперь спускаемся в обратном направлении, то есть мы провязываем столбик с одним накидом, полустолбик с одним накидом, столбик без накида. И мы провязываем как классический угол. То есть под эту петлю мы провязываем 3 столбика без накида. То есть, как обычно, мы, например, вяжем овальное дно или круглое дно, овальное дно, да. То есть мы закругляемся и провязываем сюда 1, 2, 3 столбика без накида. Далее все повторяем, зеркалим, то есть снова провязываем
столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, 5 столбиков с 2 накидами, 1, 2, 3, 4, 5. И снова спускаемся вниз, провязывая. Здесь очень внимательно смотрите. Столбик с одним накидом, полустолбик, 1 столбик без накида. И, внимание, мы, когда начинали вязание, мы один угловой столбик, вот он самый первый у нас был, мы его провязали. Вот самый первый столбик без накида, это вот этот вот угловой. То есть нам остается сюда провязать только 2 столбика без накида. Провязываем 1 и сюда же провязываем 2. Я покажу, как я закрываю. Я не делаю никаких узелков, просто обрезаю нить и вытягиваем эту нить. И смотрите, идем не вот под эту петлю, а под следующую. И просто делаем красивую, как бы поверху такую петлю. Так, полупетля и перемычка. Ну, то есть вот мы сформировали на углу красивую петельку. Тогда у нас с двух сторон получается одинаковое количество петель. И вот такая вот вершина из 3 петель. Так, все, ниточку прячем и обрезаем. И далее берем другой цвет. Итак, далее мы берем нашу основную нить. У меня это белый цвет. Делаю я узелок. Беру свой листик. Смотрите, каждый листик вершина вот 3 воздушные петли. Давайте отсюда начнем. Здесь лучше видно. Вот 1, 2, 3. Вот это вершина. А мы начинаем со следующей петли. Заходим под эту петлю и провязываем столбик без накида. Далее мы провязываем полустолбик с одним накидом, 2 столбика с накидом под каждую петлю, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И далее мы провязываем вот в эти 3 петли, мы делаем по прибавке, то есть под каждую петлю мы провязываем по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Под следующую петлю тоже, но нам надо как-то выделить. У нас же это будет мотив. То есть мы провязали сюда 1 столбик с 2 накидами, воздушную петлю делаем. И сюда же провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. Под следующую петлю мы снова провязываем 2 столбика с 2 накидами. И идем в обратном направлении. Где провязываем 1 столбик с накидом, в следующую петлю еще 1 столбик с накидом, полустолбик с одним накидом, воздушная столбик без накида. Вот, и у нас угол. Как мы провязываем угол? Вот угол 3 воздушные петли. Мы провязываем столбик без накида, самую верхнюю петлю мы провязываем столбик без накида, воздушная петля и сюда же столбик без накида. И снова столбик без накида. Так. Далее снова мы зеркалим, то есть мы вяжем столбик без накида, полустолбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом под каждую петлю, 1, 2. Сейчас будет трио, такое удвоение. Это мы под одну петлю провязываем 2 столбика с 2 накидами, 1 провязали, сюда же провязываем 2.
Под следующую петлю мы провязываем столбик с 2 накидами, воздушная петля и столбик с 2 накидами. И еще под одну петлю мы провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз провязали, 2 провязали. Спускаемся вниз. 1 столбик с накидом, сразу 2 под следующую петлю. Полустолбик с 1 накидом провязали и столбик без накида. И опять же у нас получается угол, который мы провязываем. Столбик без накида, в самую верхнюю точку мы провязываем столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида. И под следующую петлю столбик без накида. Так, все, обрезаем нить. Я опять же никаких узелков не делаю. Я просто обрезаю нить, вытягиваю, иду вот таким вот образом между первым и вторым провязанным столбиком и формирую петлю. Для того, чтобы у меня все края в моем мотиве были одинаковые, для дальнейшего удобного соединения. Здесь можете красиво просто связать в узелок и спрятать хвостики. Сейчас покажу один из вариантов соединения. Вот смотрите, 4 мотива у меня. Вообще идеально будет, конечно, их отпарить, да, пройтись паром, чтобы вот эти у меня еще я их паром не проходилась. Но мне уже нравится, мне красиво. Сейчас покажу, как я соединяю. Возьму для контраста ниточку другого цвета. Каждая сторона нашего мотива это 10 петель. Вот начинаем отсюда, вот видно, где мы делали воздушную петлю. И здесь то же самое мы начнем. Внутри заводим ниточку. Ниточка у нас идет внутри. Так, провязали. И я что делаю? Я беру за полупетли одного мотива, захватила полупетлю одного мотива, полупетлю второго мотива, захватила основную нить, провязала, а потом их чередую. То есть сейчас у меня левый мотив сначала, потом правый мотив. Захватила нить, провязала, потом правый мотив, левый мотив. Для чего? Если вы делаете таким образом, косичка будет более ровной. Левый мотив, правый мотив, захватила нить, провязала. Теперь правый мотив, левый мотив, провязала. Вот такая получается ровная косичка, которая собирает наши мотивы за полупетли. Видите, даже можно контрастной ниткой пройтись, у вас тоже будет красиво. И у вас получится красивый плед, можно сказать, из остатков. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, комментарии и лайки. Всем пока-пока, до встречи!